Ну что, друзья мои, пришло опять время готовиться к Рождеству. Время не стоит на месте, идет вперед, и праздники приближаются семимильными шагами. Я уже несколько лет публикую, как в Польше празднуем Рождество. Если кому интересно, посмотрите. Но в этом году я также решила заснять такой ролик, но немножко раньше. Я хочу показать вам, когда мы начинаем готовиться к Рождеству и как это происходит. Ну, конечно же, за некоторое время до праздников мы уже думаем о каких-то подарках, сувенирах и так далее. Некоторые вещи нужно купить заранее. Например, ветчину, которую я мариную более 21 дня, и поэтому за ней я уже начинаю охотиться в конце ноября, в начале декабря. И тогда вот начинается этот процесс. Это первый звоночек, который предвещает, что я уже готовлюсь к праздникам. Все вам покажу. Также рецепт этой замечательной классической ветчины у меня есть на канале. Посмотрите. Я понимаю, что готовить ее слишком долго, но когда вы попробуете этот натуральный вкус мяса, вы наверняка захотите повторить вот этот мой, ну, не коротенький, но стоящий того путь. Буду, конечно же, говорить о том, что нужно себе составить список и блюд, которые вы будете готовить, ну и потом, соответственно, продуктов, которые нужно закупить ранее, например, там мак или еще какие-то такие продукты, которые должны быть. Скажу вам, что в Польше готовить к праздникам в этом аспекте не так уж сложно, потому что обязует такой канон, список традиционных блюд, которые должны быть на празднике. Они повторяются. Конечно же, можно что-то еще от себя добавить, но традиция – это традиция, поэтому сочельник, который здесь празднуется с особым таким торжеством, он соблюдает особую традицию и в блюдах, и в ритуалах, и во времени, когда она начинается. Это все очень и очень строго важно. Конечно же, не все семьи придерживаются этого всего. Так очень сейчас, в наше время, но в основном придерживаются. Поэтому все здесь уже расписано по нотам, и нужно только уметь эти ноты читать и по ним все готовить. Поэтому здесь легче. Ну и что же далее? Когда мы уже все закупили, списки есть, все есть, в такие, как сказать, уже основные приготовления я лично начинаю за неделю. Почему? Потому что за неделю я присматриваюсь к тому, чтобы заквасить борщ, который мы будем кушать во время сочельника. Есть два варианта в Польше. Кушают или грибной суп, или борщ с ушками. Мы предпочитаем борщ с ушками, поэтому борщ, чтобы он закисился, нужно уже так более-менее неделю перед праздниками этим делом заняться. Все вам буду показывать. Вот, ушки тоже можно налепить намного раньше, потому что ушки с грибной начинкой – это довольно-таки кропотливая работа, поэтому я всегда собираюсь с духом, с силами немножко раньше это сделать, заморозить, и оно у меня уже будет. Карпа можно тоже подкупить, разделать, заморозить, и вот такими маленькими шишками вы уже облегчаете себе всю задачу, которая вас ждет перед праздниками. Но я не буду сейчас... Но я не буду сейчас вот это все затягивать, давайте же смотреть, как я это все делаю на практике. Сейчас уже в магазинах можно купить все традиционные польские блюда рождественские, даже в небольших порциях. В магазине вот даже есть макароны с маком. Все это то, что кушают в Польше во время вигилии. Вот и селедка разных сортов, и вареники, посмотрите, на любой вкус. Но я к этому, как сказать, не могу себя убедить, я все должна сделать сама дома. Посмотрите, какое новшество в Кауфланде. Есть такое табло, где можно проверить наличие продуктов, из чего они, откуда они, то есть всю информацию. Очень удобно. И если, например, хотите проверить, какой состав колбасы или ветчины, или там еще какого-то продукта, все это можно сделать. Ищите в ваших Кауфландах. За неделю до сочельника я начинаю заквашивать традиционный польский рождественский борщ. Видите, у меня здесь яблоки, свекла, морковка, селера. Все это
Все это составные, я их потом заливаю соленой водой, добавляю чеснок. Рецепт у меня есть на канале. Заходите в плейлист «Рождественские блюда», и там вы найдете рецепт. Борщ очень вкусный, просто ну, не оторветесь от него. Мы его каждый год с нетерпением ждем. Борщ подается вместе с рождественскими ушками. И вот я готовлю к нему начинку. Немножечко буду бланшировать лук на сковородке до прозрачного цвета и добавляю грибы проваренные. Это очень вкусная начинка. Вот мои грибочки, я их уже сварила, и теперь отцеживаю от воды. Потом все вместе буду перемалывать. Вот мой, как сказать, вот моя начинка. Я добавила еще сюда яйцо, сухари, приправы. И это начинка к рождественским ушкам, которые вместе подаются вместе с рождественским красным борщом, который я уже заквасила. Тесто обычное, как на вареники, и вот так я их готовлю. Кстати, рецепт и борща, и рождественских ушек, и всего, что я готовлю на Рождество, и очень вкусная кутя, все вы найдете у меня на канале в разделе «Рождественские блюда». Вот так я их буду теперь склеивать в треугольничек, вот так вот вокруг, и потом эти ушки два конца склею вместе. Работы с ними немало, но вкус вы оцените сами. Я никогда не покупаю магазинные, потому что вкус их мне не подходит. Ну и вот мои ушки. Как я вам показывала, сначала заклеиваю треугольничек, а потом два конца вот так вот склеиваю вместе, и получается вот такой маленький рожок. Потом я их отвариваю и добавляю в горячий борщ. Я их тоже готовлю раньше и замораживаю в морозилке, так что когда приходит сочельник, у меня практически кроме карпа все блюда уже готовы. Это очень и очень удобно. Посмотрите, взялась за выпечку и поставила на весы случайно муку. Килограмма нету. Я очень удивлена, почему так. Проверила несколько штук, и в каждой чего-то не хватает. Ни одной на килограмм не нашла. Но Kaufland это плохо. Вот мои рогалики такие маленькие со шпинатом и слоеное тесто. Я вас уверяю, это очень вкусно. Когда у нас заканчиваются ушки, мы едим их в прикуску с этим борщом. Очень вкусно. Но и сами можно кушать тоже очень вкусно, без борща тоже. Это у нас уже традиционное рождественское блюдо. Вот такие вышли у меня эти мои по-польски, они называются паштетики ze шпинаки. Вот посмотрите, какая красотища. И они не менее вкусны, чем красивы. И также на канале у меня есть рецепт этих рулетиков. Так что, друзья мои, обязательно попробуйте, и вы так же, как и я, будете их готовить на каждый праздник. Здесь я уже начинаю готовить мак, я его проварила, и теперь 2 раза буду пропускать через мелкое ситечко для маковиков и для кути. В этом году взяла полкилограмма мака. Занятие это очень люблю, потому что оно, ну, не слишком приятное и занимает много времени. У нас уже можно купить в банках готовую маковую начинку, но когда я посмотрела, сколько там в составе разных но не решаюсь, все-таки делаю сама. Вот я уже делаю маковик, раскатала тесто. Тесто у меня не на дрожжах, а на хлебной закваске. Дрожжи я уже больше 10 лет не употребляю, так что смотрите, на закваске тоже можно выпекать. Вот у меня маковая начинка, и я всегда в маковик добавляю орехи. Можно также и изюм. И вуаля, посмотрите, какие прекрасные маковики, как они выросли. И здесь у меня также ватрушечки. Одно и то же тесто на закваске. Поэтому, если кто-то не верит, что можно без дрожжей выпекать белую выпечку, посмотрите на моем примере. Все возможно и получается очень вкусно. Я теперь приступаю к приготовлению карпа. Его я купила также заранее. Порезала, помыла, все приготовила, заморозила. Вот. И
теперь у меня уже все готово. Поэтому я никогда не затягиваю с карпом до последней минуты. И есть такое, как сказать, не традиция, а такая как бы примета. Чтобы всегда деньги были в кошельке, нужно положить вот такую чешуйку от рождественского карпа, и тогда всегда кошелек будет с деньгами. Деньгишки от вас убегать не будут. Но кто верит, тот верит, кто не верит, тот не верит. Но примета есть. Вуаля, вот заквасился мой рождественский борщ. Сейчас я буду выбирать все эти овощи и процеживать, а потом уже из этого концентрата готовить суп. Моя ветчина, которую я мариновала на протяжении 3 недель, даже с хвостиком. Сейчас мы его отварили, и вот такая домашняя ветчина. Рецепт тоже есть на моем канале. Она просто изумительная. Посмотрите, какая она в разрезе. Не мокрая, но лежать может долго. И очень-очень вкусная, и самое главное, натуральная. Также всем советую хотя бы на празднике себя побаловать таким деликатесом. Вот принесли мы нашу елочку, мы ставим обычно сосну. Я очень люблю сосну, потому что она не осыпается, и она такая, как бы сказать, пышная, такая она вся. Ну, сами видите, вот, и поэтому это наше любимое деревце. Смотрится очень хорошо и очень долго стоит. Ну, игрушки снесли с чердака, и сейчас будем украшать нашу елку и наш интерьер. На каждом польском вигилийном столе обязательно находится вот эта обладка, опłatek называется по-польски. Это традиция и это очень важный атрибут, которым пользуются католики во время как сказать, ужина в сочельник. Его ломают и один другому, как бы сказать, один другого поздравляют с Рождеством. Вот наш сегодняшний стол. Все традиционные блюда, которые находятся у нас. 12 блюд. Конечно же, вот эти ушки, которые я готовила, сейчас их зальем горячим борщом. Есть медовик, есть чизкейк, есть маковик, компот из сухофруктов, вот, кутя обязательно. И важная wieść opłatek. Ducha Świętego. Amen. Na początku na znak przyjścia naszego Pana świecimy światło. Światło Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Zebraliśmy się przy wigilijnym stole, żeby uczcić przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa do nas na świat jako człowieka. Na początku odczytamy kawałek Ewangelii Świętej według świętego Łukasza o tym, jak to było z narodzeniem Jezusa Chrystusa. W tamtych dniach cesarz August wydał edykt, aby sporządzono spis ludności całego kręgu ziemi. Jest to pierwszy spis, jakiego dokonano za rządów Kwireniusza, namiestnika Syrii. Szli więc wszyscy, każdy do swego miasta rodzinnego, aby dać się wpisać do rejestru. Wybrał się także Józef z miasteczka Nazaret w Galilei do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida. Kwadracik. Proszę. No. Czyli teraz dzielimy się opłatkiem i składamy sobie życzenia. Друзья мои, надеюсь, вам понравилось мое рождественское видео. Всех вас от души поздравляю с этим чудесным праздником. Пусть с рождением Христа в вашей жизни будут наступать только позитивные и самые лучшие перемены, здоровья, счастья, мирного неба над головой и всего самого-самого хорошего. До новых встреч!